Добрый день, дорогие подписчики, гости нашего канала. Считается, что самые лучшие овощи – это овощи свежие. Тем не менее, томат – это универсал. При термической обработке его свойства только усиливаются, поэтому помидоры, которые заправляют банки на пике зрелости – это отличная замена свежим кулинарии. Чтобы стать компонентом для пасты или пиццы, консервированным помидорам необходим чистый вкус, который можно найти только в упаковке у помидоров в собственном соку. Продают эти дары летом в банках, стеклянных, металлических или бумажных пачках. Бумажный вариант удобнее для хранения, зато в стеклянной банке лучше проявляется достоинство вкуса. Историческая родина такого метода сохранения томатов – это Италия. Оттуда же и терминология для консервов разных видов, которая используется во всем мире. Самое главное вещество томата – это ликопин, природный антиоксидант, который помогает убрать многие болезни, в том числе имеет доказанное наукой противоопухолевое действие, а также профилактирует сердечно-сосудистые болезни. Итак, первое. Помидоры целые или пилати. В целых помидорах все полезные вещества лучше всего сохраняются. Кроме того, с ними легче всего дирижировать. Можно протереть до сладости, соус или красивыми кусочками закинуть в рагу, создав вкус свежих помидор. В кулинарии супы в древнем стиле, типа щей или рассольника, в местных или овощных рагу, рататуе, и даже в утренней яичнице. Если рецепт требует избавиться от семечек, можно пропустить эти помидорки через сито. Второе. Резаные помидоры или польпа. Внутри упаковки находится только чистое помидорное филе, нарезанное небольшими кусочками, и сок. Эти консервы экономичнее в использовании и удобнее в хранении. Открытую банку лучше поместить в холодильник и использовать не позднее 5 дней. В кулинарии кусочки свежих живых томатов будут хороши в классических итальянских пастах. Ими можно украсить брускетту, положить на любой бутик. Для разных фаршированных блюд, от лазаньи и долмы до запеченных перцев с мясной начинкой. Надо сказать, что ликопин, он не синтезируется в организме, получить его можно только из продуктов питания. В консервированных томатах ликопина больше, чем в свежих, потому что он стойко выдерживает температурное воздействие. А так как при консервации используется температурное воздействие, свежие сочные помидоры теряют какое-то определенное количество воды, и концентрация ликопина становится выше примерно на четверть. Надо отметить, что металлические банки имеют специальный внутренний слой, который гарантированно защищает томаты от окисления. Далее, протертые помидоры или пассата. Это томатная мякоть, измельченная до однородного состава. В таких заготовках нет семечек, нет кожицы, хотя в этом есть свои плюсы и минусы. Плюс всю грязную работу уже за вас сделали, и вы покупаете уже готовый соус. Но иногда с добавлением тимьяна, орегано, базилика, чеснока. Минус: протертые помидоры теряют текстуру, зато как базовый соус для пасты или пиццы пассате равных нет. В кулинарии пюре удобно использовать как заливку для тушеных овощей. В заправке для борща или солянки протертые помидоры можно добавить вместо традиционной томатной пасты. Пюре подкрашивают в домашнюю лапшу или тесто для ньокки и добавляют в овощные коктейли и смузи. Следующее. Вяленые помидоры. Спелые томаты, полностью лишенные воды, приготовленные одним из самых древних способов, который позволяет продлить жизнь помидоркам без потери их самых лучших свойств и качеств. Мясистое помидорное тело с высокой концентрацией вкусов, залито растительным маслом, которое, кстати, можно использовать для заправки салатов и паст. В кулинарии как самостоятельная закуска, то, что итальянцы называют антипасти, в салатах, борщах, супах, в пастах и брускеттах, сэндвичах и бургерах. В консервированных помидорах практически в полном объеме сохраняются макро- и микроэлементы свежих плодов. Применение маринадов на основе натурального уксуса не только придает консервам пикантности, но и дополнительно может обогащать их содержимое микроэлементами.
Читаем этикетку. Происхождение. Италия или Испания. Если на этикетке стоит именно такое происхождение, значит, консервированные томаты высокого качества и южного вкуса. Время. Из сезонных томатов продукт может быть произведен только во время сбора урожая. Соответственно, это лето или начало осени. В другое время используется замороженное сырье, так что будьте внимательны. Термины. В помидорках, томатной заливке или помидоры в собственном соку должны быть только свежие томаты, томатный сок или томатная заливка, соль, а в качестве консерванта уксусная либо лимонная кислота, но не более 0,06%. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не надо злоупотреблять такими видами продукции. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, берегите себя и свое здоровье. И тогда все будет только хорошо.